Приветствую вас на канале Записки инвестора-любителя. Сегодня будем разбирать компанию Intel. Поговорим о перспективах компании, насколько интересна она в текущий момент. Вот, пройдемся по основным фундаментальным показателям. Вот, ну и сделаем вывод, стоит ли инвестировать в Intel. Так как Россия напала на Украину, Украина и украинцы нуждаются в вашей помощи. Ссылки на благотворительные организации в правом верхнем углу экрана. Итак, а, компания Intel, я думаю, не нуждается в представлении. Всем известно, что это разработчик микрочипов, центральных процессоров. Вот. Но не каждый знает, что у компании есть еще подразделения, такие как дата-центры, которые приносят порядка 30% выручки. Вот. Internet of Things Group. Это сбор и хранение, обработка больших объемов данных, производство памяти, вот, и группа программируемых решений. Ну, как бы данные группы довольно маленькие, 6% и 3%, но тем не менее они есть. Ну и основная как бы прибыль это, конечно же, от продажи а, чипов, материнских плат и так далее. То есть все, что с этим связано. Вот. Компания довольно старая, то есть, как мы видим, она основана в 1968 году, а история еще раньше началась. Вот. По сути, это один из основных инноваторов и двигатель прогресса вот, в области компьютеростроения. Да, то есть основные конкуренты это NVIDIA, AMD и так далее. Но к этому мы еще вернемся так. И давайте по порядку. Видим, что у компании в общей сумме 120 тысяч патентов. Наверное, это, ну, я больше видел только у IBM. Вот, патентов, то есть для сравнения у NVIDIA порядка, по-моему, 40 тысяч, тут как бы Intel однозначно лидер. То есть зачем нам этот параметр? В принципе, он ни о чем особо не говорит, но это говорит о том, что у компании очень много интеллектуальной собственности в этой сфере. То есть другая компания, которая захочет использовать технологии, будет как минимум должна платить роялти или получить разрешение. То есть это говорит о том, что у Intel есть определенное преимущество. Так, из отчета Intel, кстати, занимательно, довольно чтиво. Вот, перспективы компании пока довольно, как говорится, туманны, но в целом все понятно. Они сейчас вкладывают очень большие средства в постройку новых заводов. То есть мы видим 20 миллиардов они вкладывают в постройки двух заводов в Аризоне, 20 миллиардов в Огайо, вот, и 10,5 миллиардов для оснащения площадок в Рио-Ранчо, Нью-Мексико и Малайзия. То есть и при капитализации Intel в 120 миллиардов они практически 40% своей капитализации вкладывают в постройку заводов и оснащение. Это просто колоссальное средство. То есть компания очень, очень круто вкладывается, то есть в свое развитие в плане производства. А также из отчета я не приводил скриншоты из отчета, но скажу так, вот этот завод в Китае, Далая Dalian, который производит нам память, будет продан в 2023 году компании Hynix. Там, по-моему, сделка в несколько этапов идет. В общей сумме, по-моему, на 9 миллиардов. То есть 7 миллиардов гасятся в 2023 году и остальные там в 2025 году. Но, то есть из этого мы видим, что распределение заводов останется только один единственный завод в Китае. То есть четко понятно, что как бы Intel уходит из этого региона и сосредотачивается больше в США. То есть это говорит о противостоянии США и Китая в плане высоких технологий.
И в этом плане Intel довольно защищен. То есть как бы и видим, что заводы по всему миру, как бы и из отчета еще было понятно, что они хотят еще построить заводы где-то в Европе, вот, по типу Италии или Испании, вот, но пока там не сильно понятно, может быть в следующих отчетах будет более ясная картина. Вот. Ну и основные показатели. Видим, что долг компании относительно небольшой, то есть Debt Equity 35% капитализации это немного по меркам Intel. Видим отличную чистую маржинальность 26%, что очень круто. Рентабельность собственного капитала и рентабельность активов тоже довольно неплохие, 11 и 20% соответственно. То есть это говорит, что как бы компания знает, что она делает. Итак, переходим к выручке. Видим, что выручка все эти годы росла. Вот, то есть и только в последние годы мы видим спад. А, Ну, тут все понятно. Во-первых, Intel отстал скажем, в линейке своих чипов, то есть, тем не менее у них есть колоссальный план до 2025 года, и если они его реализуют, то с очень большой вероятностью, что Intel опять станет доминировать на рынке микропроцессоров. Но пока это не реализовано, они будут терять своих клиентов, и, соответственно, выручка будет какое-то время падать. Но это не значит, что все плохо. Опять-таки повторюсь, что Intel очень нехило вкладывается в заводы, и, скорее всего, можно будет увидеть результат, ну, к концу 2025 года, где-то так. Вот. Видим, что все эти годы выручка стабильно росла, то есть по чуть-чуть, но выручка росла, то есть это хороший показатель. Соответственно, росла и прибыль, то есть все эти годы. Но опять-таки это до 2022 года. В 2022 году у них упадет прибыль, то есть там будет порядка $2 с копейками. Вот. Но тем не менее из-за причины понятны, да, то есть идут капитальные затраты, и с этим как бы ничего не сделать. Видим, что активы растут быстрее, чем обязательства, то есть в плане финансов компания абсолютно здоровая, то есть тут тоже полный порядок. Видим, что краткосрочные обязательства больше, вернее, краткосрочные активы, их больше, чем краткосрочных обязательств. Так же самое с долгосрочными обязательствами, активами. Активов больше, чем обязательств, причем в 3 раза. Вот, то есть тут как бы с точки зрения финансов Intel абсолютно здоров, а, нечего волноваться. Вот. Теперь с прибылью на акцию. Ну, с прибылью на акцию мы видим, что у Intel прибыль стагнирующая. Вот. Ну, тут как бы понятно, компания стоимости, которая переживает определенный кризис. Вот. Но, тем не менее, даже при стагнирующей прибыли видим, что она все равно понемножку растет. Ну и опять-таки здесь вот, если достроить бары эти, то она будет вот так вот упадет и потом пойдет в рост. Но об этом чуть позже мы поговорим. Именно вот где-то здесь видим, что выручка все это время росла, как и операционная прибыль. То есть вот наша операционная прибыль. Да, то есть сейчас мы видим небольшой спад. Но опять-таки все это понятно, куда деньги уходят. Видим, что они наращивают долг. Ну, тут неудивительно, мы увидим, что они, скорее всего, еще нарастят долг, даже при поднятии ставок. Для Intel не проблема, потому что они очень нехило вкладываются, и потом они на этом заработают. Ну и видим, что долг практически полностью покрыт кэшем, да, то есть на балансе компании. То есть тут небольшая разница. По мультипликаторам PE и форвардном PE Intel откровенно просто дешевый, безумно дешевая. Но опять-таки, потому что перспектива ближайших несколько лет, то есть это весь 22 год остаток, это весь 23 год,
и, скорее всего, часть 2024 года Intel будет либо в боковом движении, либо дешеветь. Вот. Поэтому эти мультипликаторы настолько дешевые. Шикарный пэх, то есть тут не придраться. Price to book практически 1 к 1. То есть это очень дешево для технологической IT-компании. Если сравнивать с Nvidia, то там порядка 40. То есть это очень откровенно, просто дешево. Вот. А шикарные дивиденды сейчас уже перевалили за 5%, потому что цена на акцию упала. Вот, видим отличный байбек, то есть и неплохое наращивание дивидендов, более 6% в год. То есть, ну, как бы по всем показателям в плане, то есть акция стала практически дивидендной, да, то есть помимо того, что есть значительный потенциал роста в ближайших 5 лет, так она еще и платит отличные дивиденды. Итак, по поводу дивидендов видим, что тут порядка 5%, ну сейчас уже больше, но не суть важно. Pay ratio 35%, то есть дивиденды вообще не под угрозой, то есть только 35% прибыли идет на дивиденды, то есть остается для развития значительные средства. Видим, что рост порядка 6% в год и наращивают дивиденды 7 лет подряд. Ну, как бы в целом неплохо. Итак, теперь поговорим о прогнозах Intel. То есть прогнозы есть только на 3 года, но на самом деле там надо смотреть чуть дальше. Вот, ну, посмотрим пока на 3 года. Видим, что выручка будет расти. Вот, то есть компания планирует, но прибыли не будет. То есть прибыль остается стагнирующей, да, то есть 3 года прибыль не будет увеличиваться. Это говорит о том, что компания будет опять-таки значительно вкладываться. То есть сейчас мы видим, что прибыль вот в текущем году, выручка выросла до 73 миллиардов, а в следующем году она, получается, упадет даже, да, то есть и прибыль на акцию сейчас 4,67. Прошу запомнить это число, потому что дальше мы видим будет 2,62, то есть несколько лет. Но предполагаем, что когда заводы закончат строительство и компания приступит к производству массовых чипов, то прибыль вернется к исходным значениям, то есть $4.67. Вот, то есть, соответственно, там, в 25-26 год мы подразумеваем апсайд прибыли где-то 100%, да, то есть от текущего значения. Ну и видим, что тут как бы потенциал, да, то есть к текущим значениям по выручке и по прибыли, то есть рост будет около 25 года, то есть нужно будет держать акцию более 3 лет. То есть не каждый инвестор на это будет готов. Вот. И видим, что компания развивалась в прошлом 10, ну, практически 11% в год, в то время как широкий рынок 15% и индустрия 25%. То есть компания, конечно, отстает, но опять-таки Intel довольно консервативная компания в плане выручки и прибыли. То есть мы видим, что вот. И прогнозы на будущее точно такие же, довольно консервативные, 3% и 5% соответственно. Да? То есть выручка будет на 5%, а прибыль на 3%, в то время как индустрия будет и рынок, соответственно, 13 и 15%. То есть, ну, в целом, как бы отставание очевидно, но мы будем рассматривать чуть дальше, то есть на восстановление котировок компании. Сейчас компания очень сильно просела. То есть и за счет этого можно нехило как бы выиграть в долгосрочной перспективе. Итак, видим, что дивидендная доходность 5%, то есть или $1.46. А PE довольно низкий 6 и форвардный почти 11. Видим прибыль в следующем году 2,66 и текущая 4,66. Вот. Рост прибыли в прошлые 5 лет, ну то есть компания не росла, была стабильная прибыль в районе 4,66 и вернее, неправильно, в прошлые 5 лет был рост прибыли на 18%,
в будущие 5 лет рост прибыли не ожидается. То есть в районе 16 минус, ну, короче, в районе нуля, будем так это говорить. Вот. И это при учете в том, что прибыль сначала упадет, а потом она вернется, то есть к соответствующему, то есть по прогнозам аналитиков на 5 лет, то есть будет, ожидается восстановление в текущей прибыли. Это очень важный момент. Итак, смотрим средний PE за все время, да, за 5 лет. За 5 лет средний PE мы видим, что средний PE Intel у нас в районе 12, да, то есть 12,8. Но сейчас Intel торгуется в районе 6, будет в районе 11. То есть можно предположить, что все-таки есть определенный дисконт по Intel, и он сохранится. То есть дисконт порядка 51%. Это очень много на самом деле для хорошей компании. Итак, видим, что Intel постоянно выкупает свои акции, то есть в среднем около, ну, тут довольно агрессивный выкуп, то есть 4%, 3%, 5%. И только вот в последнее время была незначительная доп. Эмиссия 0,39%, то есть чуть-чуть. Мы видим, что когда у компании действительно не хватает денег, у них есть незначительная доп. Эмиссия, то есть это может быть там 3-4 квартала. Вот, но потом компания агрессивно опять-таки выкупает свои акции, да, то есть когда есть возможность. Вот, то есть и выкуп, как правило, всегда больше, чем доп. Эмиссия. Это опять-таки хороший показатель. И что говорят аналитики? Аналитики, ну тут мнения разбежались, но среднее мнение удерживать 17, 4 покупать и 9 продавать. То есть, но опять-таки мы говорим, если это краткосрочная перспектива, там 2-3 года, Intel плохое вложение, откровенно плохое. Но если вы долгосрочный инвестор и вы хотите вложить на 5 плюс лет, то Intel это будет шикарное вложение. И чуть позже я объясню почему. Вот. Ну и видим, что нижняя грань цены 30, 38 и 55. Вот. Ну, рейтинг откровенно так себе, потому что тут и новости, и сами технические моменты. В общем, в целом пока прогноз, как говорится, на ближайший краткосрочный период неутешительный, но мы будем смотреть дальше. Итак, давайте посчитаем реальную стоимость Intel по прогнозам. Да? Если мы берем прибыль на акцию $2.66, как говорится в будущем, то мы видим, что Intel недооценен в 17%. То есть цена 34. Вот. На момент снятия ролика цена была 29, сейчас она еще ниже упала. Вот. То есть это говорит, что уже есть как бы защищенный апсайд в 20% плюс-минус. А теперь смотрите, если мы возьмем более длинную перспективу и предположим, что Intel при даже росте в ближайших 5 лет отрицательным, да, то есть минус 16, ну, минус 0,16%, да, и он восстановит свою прибыль к $4.66, то мы видим, что акция будет недооценена в 100%, да, то есть и цена за акцию будет $60. Это очень важный момент. То есть это очень как бы ну, большая недооценка. И если возьмем нашу прибыль в 2,66 и предположим, что Intel будет расти около 3%, как в другом как бы агрегаторе говорилось, другие аналитики, то мы видим, что акция недооценена в 40%. То есть в любом случае, да, то есть даже при самых 3 плохих раскладах акция недооценена около 20%. То есть при коэффициенте дисконтирования 9% в год. И это не считая больших дивидендов. То есть как бы Intel выглядит в этом плане очень привлекательно. Опять-таки на долгий срок, повторюсь. Но тут Simply Wall Street вообще почему-то задрал недооценку в небеса.
Но по факту, как я говорил, вот по красной черте где-то в районе $65, ну, наверное, потолок, наверное, $70, все-таки есть недооценка, да, то есть по Intel. Но опять-таки, повторюсь, это не ближайшие 2 года, это оценка где-то 5 плюс лет, вот где-то так. Видим, что э, держатели акций, да, то есть основные ownership, активно скупают Intel, то есть весь ближайший год, вернее весь прошедший год мы видим, что были покупки инсайдеров, то есть 8 покупок, 2 покупки, 2 покупки, 1 покупка, то есть инсайдеры активно скупают свои акции, то есть это тоже отличный сигнал к тому, что инсайдеры идут в долгосрочную перспективу Intel. Они, как говорится, что-то знают. Вот. И сравним с конкурентами, да. Ну, по всем показателям с индустрией, да, то есть если сравнивать Nvidia, AMD, Qualcomm и так далее, да, то есть мы видим, что Intel откровенно дешевый. То есть как бы PE очень дешевый, форвардный опять-таки очень дешевый. Вот. Price to sale просто как бы в несколько раз дешевле. Price to book тоже. То есть по сравнению со всеми компаниями Intel откровенно недооценен. Вот. Опять-таки видим, прибыль росла на 18% прошлых 5 лет. И на будущие 5 лет видим, что пока как бы прибыль будет около нуля. Но опять-таки есть определенные проблемы и есть очень большой значительный фактор неопределенности. То есть если сравнивать с конкурентами, да, то конкуренты будут активно расти. Но если брать ту же Nvidia, к примеру, или тот же AMD, у них нет собственных заводов, производственных мощностей. Если будут проблемы с Тайванем и Китаем, то есть начнется там действительно война и будут проблемы, то эти компании очень весело полетят вниз, так как тайваньский завод Тайвань Semiconductor основной производитель для этих компаний микрочипов, в то время как у Intel собственные мощности. Это, ну, как бы пока как будто бы не преимущество, но если смотреть с точки зрения надежности и на будущее, то это дает огромный запас прочности Intel. Вот. И видим, что у Intel самые большие дивиденды по сектору, средняя рентабельность активов, вот, тоже средняя рентабельность собственного капитала, да, то есть, ну, как бы неплохо, не хорошо, то есть просто средние показатели. Видим довольно низкий долг, то есть по сектору, я бы сказал бы, довольно, ну, один из самых низких долгов. Вот, и видим, что профитная маржа у Intel как бы тоже средняя по сектору, чуть выше среднего даже, можно сказать. То есть в целом визуально Intel выглядит неплохо по сравнению со своими конкурентами. Вот. Видим основные держатели акций, ну тут как бы без изменений, Vanguard, BlackRock и так далее, да, то есть оно видим, что в основном, то есть в своей большинстве крупные фонды, они увеличивают позицию. То есть как бы 2% это много, да. То есть некоторые фонды продают, но в основном как бы видим, что есть определенное наращивание позиций. Ну, так как они в долгосрочное инвестирование, то это в принципе вполне логично. Ну и сравним с S&P 500 за 5 лет. Видим, что Intel очень сильно проигрывает основному индексу, то есть Intel сейчас упал на 20%, да, по сравнению с индексом, как он вырос на 60%. Но опять-таки, если присмотреться, мы видим, что Intel очень часто обыгрывает индекс, да, то есть если мы купили где-то вот здесь в точке, да, то
в какие-то моменты Intel очень неплохо обыгрывает индекс. И мы видим, что сейчас, в принципе, неплохое место, ну, неплохая точка для покупки Intel. То есть в долгосрочной перспективе будем ожидать, что он обыграет основной индекс S&P 500. Ну и зона покупки, считаю, очень удачной зоной покупки. Тут довольно большой диапазон. От 35 и ниже, да, то есть до 27 и ниже. То есть если будет Intel ниже, можно брать. То есть, но опять-таки повторюсь, горизонт инвестирования более 5 лет. То есть не ждать, что в краткосрочной перспективе Intel у него все будет хорошо. То есть здесь, скорее всего, может быть падение ниже, потом какое-то длинное боковое движение там в районе нескольких лет. И потом можно ожидать восстановления котировок порядка $65 за акцию. То есть вот к этим хаям, я думаю, он вернется. После постройки заводов все у него будет хорошо. И напоследок хотел бы еще поговорить. Там скажут, что перспективы Intel, он отстает в нанометрах и прочее. Intel был инноватором. Они какое-то время отставали, а потом они нагоняли. Вот. Все это как бы приходит и уходит. Учитывая их количество патентов, я думаю, что Intel будет конкурентен очень долгое время. Плюс они нехило наращивают перспективные отрасли бизнеса своего, это дата-центры. Вот. А эта отрасль подразумевает, что с выручкой у них будет полный порядок, так как нужда в мощностях все время растет. То есть с каждым годом количество дата-центров будет увеличиваться. Соответственно, и прибыль Intel. То, что они теряют пользовательский сегмент, я думаю, они восстановятся. Тот, кто пользуется процессорами как бы и разбирается в этом, он знает, что процессоры Intel всегда были лучше, чем у конкурентов. Просто они дороже, и сейчас они как бы на какое-то время вот, просто сравнялись с конкурентами. Вот. Но я думаю, что у Intel будет все хорошо в будущем. Итак, наш чек-лист. Видим, что долг ниже среднего, компания прибыльная. Да, прибыльная, но имеет определенные стагнирующие прогнозы на несколько лет, то есть по прибыли на акцию, и имеет растущую выручку. То есть, ну, как бы тут два минуса и плюс. Но в целом, как бы все окей. Откровенно низкий PE. Но мы смотрим на форвардный, там у нас был в районе 11. Все равно намного ниже рынка и намного ниже индустрии. То есть, как бы откровенно понимаем, что Intel дешевый и недооцененный. Покупают ли инсайдеры? Да, и довольно много. Это опять-таки значительный плюс. Финансовая устойчивость. Мы уже обсудили, что с финансовой устойчивостью компании полный порядок. Есть ли обратный выкуп? Да, обратный выкуп есть. В среднем около 3% в год выкупают своих акций. Это довольно много. Вот. Платят ли дивиденды? Опять-таки обсуждаем, что да, платят дивиденды и довольно много, около 5%. То есть Intel уже можно рассматривать как дивидендную акцию. Вот. Компанию можно рассматривать как компания роста плюс дивиденды или дивиденды плюс рост. Ставка на выход из кризиса, и так как компания специализируется на процессорах, материнских платах и так далее, это еще и перспективный растущий рынок. То есть у компании в этом плане еще несколько плюсов. Итак, выводы. Актив есть у меня в портфеле, бумага выглядит спорно. Ну, спорно, потому что в ближайших несколько лет у нее туманная перспектива, да, то есть значительное вложение и стагнирующая прибыль и потеря выручки. Поэтому спорно. То есть в ближайших 3-4 года будет у Intel тяжелые года. Вот. Но на долгий срок от 5 лет выглядит весьма интересной. Тут мы уже поговорили, что как только Intel начнет восстанавливаться, котировки начнут подтягиваться. Имеется летний дисконт более 50%, у компании планируется очень низкий рост. Ну, уже говорили. Хороший коридор для покупки в ценовом диапазоне 27-35. Компания работает на перспективном рынке, бумага выглядит очень консервативно, но с хорошими дивидендами и при этом недооцененная.
Да, то есть для себя я сделал вывод, что активно буду наращивать позицию Intel, и, скорее всего, Intel у меня вырастет в портфеле в район 15% от портфеля, может даже больше, как будет. То есть весь этот год я планирую увеличивать позицию в Intel. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вам мелочь, а мне будет приятно. До встречи на канале Записки инвестора-любителя.